Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, и сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру рекордов и удивительных явлений. Самое большое в мире – это тема, которая всегда привлекает внимание. В этом видео вы узнаете о самых грандиозных и величественных объектах и существах, которые заставят вас удивиться и восхищаться масштабами и красотой нашего мира. Мы покажем вам самое большое животное, корабль, озеро, дерево, город и даже статую. Поверьте, от одного взгляда на них захватывает дух, даже через экран телефона или ноутбука. Готовы ли вы отправиться в это захватывающее приключение и открыть для себя удивительные факты о самых больших вещах на Земле? Тогда давайте окунемся в мир величайших чудес. Самое большое озеро. Первое место в мире по площади среди озер занимает вовсе не озеро, а Каспийское море. Занимательно, не правда ли? Каспий – это крупнейший в мире замкнутый водоем, не имеющий выхода к океану. Самое большое бесточное озеро расположено между Европой и Азией, омывает берега 5 стран – Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркмении. Каспийское море занимает площадь около 390 тысяч квадратных километров, максимальная длина озера – 1200 километров, ширина – 435. Общая длина береговой линии – 7000 километров. Почему же Каспий – это море, а не озеро? Все из-за отсутствия связи с океаном, глубины более 1000 метров, высокой соленостью и происхождения. Ведь примерно 11 миллионов лет назад Каспий впадал в океан и действительно являлся морем. Самое большое животное. Согласно данным ученых, сегодня самое большое животное в мире – синий кит. Более того, синий кит считается крупнейшим животным, когда-либо жившим на Земле. Его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Сердце синего кита может весить 700 килограммов. Вы себе представляете? Проглотить человека? Легко. Синий кит с этим справится на раз-два. Эти животные обитают в океанах по всему миру и питаются в основном крилем, мелкими ракообразными и головоногими. Живут киты долго, где-то 80-90 лет. К сожалению, из-за массовой охоты на китов в прошлом, пик который пришелся на период после Первой мировой войны, синие киты находятся под угрозой исчезновения. Самый большой корабль. «Титаник» — всемирно известный корабль с трагической историей. Его длина была 269 метров, что для начала 20 века было просто фантастикой. По состоянию на 2023 год самым большим пассажирским кораблем в мире является Icon of the Seas — лайнер круизной компании Royal Caribbean International. До него первое место удерживал Wonder of the Seas, пятый лайнер этой же компании. Icon of the Seas имеет длину 365 метров, а его вес составляет 250 800 брутто-тонн. На борту может разместиться до 5610 пассажиров и 2350 обслуживающего персонала. Первое испытание на воде лайнер прошел успешно. Icon of the Seas примет первых пассажиров в начале следующего года. Судно дебютирует в Майами и будет совершать 7-дневные круизы по Карибскому морю в течение 2024 года. Самое большое море. Рекордсменом среди морей является Саргассово море, которое примерно в 12 раз больше Франции. Его площадь достигает 6-7 миллионов километров квадратных, протяженностью 3200 километров, а максимальная глубина почти 7000 метров. Саргассово море расположено в Атлантическом океане между Северной Америкой и Европой. Оно не имеет берегов и постоянной площади. Его границы определяют 4 океанических течения – Гольфстрим, Северное Пассатное, Канарское и Североатлантическое. Свое название море получило из-за наличия в воде огромного количества плавучей бурой водоросли – саргассы. Саргассово море не только самое большое, но и самое загадочное. Именно в его водах находится знаменитый Бермудский треугольник, где испокон веков пропадают корабли и самолеты. Самая большая птица. Кто тут у нас? Конечно же, страус. Африканский страус не имеет огромного размаха крыльев. Он даже летать не умеет, зато птица вырастает до 2,7 метров и набирает до 170 килограммов.
Недоразвитые крылья слишком малы, чтобы позволить настолько массивному телу подняться в воздух, поэтому страус не летает, но у него есть другие козыри в рукаве. Его длинные и сильные ноги являются защитным оружием, позволяющим наносить мощные удары по потенциальным хищникам. Он очень быстро бегает, развивая скорость до 70 км в час. Живут африканские страусы в безлесных и сухих местах Африки, а также на Ближнем Востоке. Они могут днями обходиться без воды, получая воду за счет растительности. Самое большое дерево. Этот титул получает гиперион, экземпляр секвойи вечнозеленой. Дерево растет в национальном парке Редвуд в Северной Калифорнии, США. Впервые гиперион был идентифицирован в 2006 году. Его высота по состоянию на 2015 год была 115 метров 85 сантиметров, а ширина около 7 метров. Для сравнения, статуя Свободы в Нью-Йорке имеет высоту 93 метра. Это дерево намного выше нее. С момента обнаружения гиперион продолжает расти со скоростью 3,9 сантиметра в год. Точное местонахождение дерева-гиганта является строго охраняемой тайной и запрещено для посещения. Закрытие территории предусмотрено для защиты уникального дерева, ведь посетители могут оказать негативное влияние на окружающую растительность и на корневую систему самого дерева. Самая большая рыба. Это звание гордо носит китовая акула, у которой с китами общее только название. Более того, вид является самым большим на всей планете. Какие ее размеры? В среднем рыба вырастает до 10 метров в длину, при весе примерно в 20 тонн. Хотя в природе встречаются экземпляры и побольше, достигающие длины до 20 метров. Китовая акула имеет темно-синий окрас с коричневым отливом и очень толстую кожу, где-то 10-14 сантиметров. Самое удивительное, что при таких ужасающих параметрах животное абсолютно не опасно для человека. Добродушный гигант не является хищником. Он питается планктоном и очень медлительный. Китовая акула спокойно подпускает к себе аквалангистов и даже может позволить им прокатиться на своей спине. Самая большая гора. Эверест, Джомолунгма или Сагарматха. Эти слова знакомы нам еще со школьной скамьи. Так называют самую большую гору в мире. Ее высота составляет 8848 метров. Эверест является частью Гималаев, горного хребта, расположенного в Южной Азии, между Тибетским Нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Вершина самой высокой горы находится на хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района в Китае. Эверест имеет форму трехгранной пирамиды, южный склон более крутой. Высочайшая гора Земли — это вершина, которую мечтает покорить каждый профессиональный альпинист. Шерпский альпинист Тенцинг Норгей и новозеландец Эдмунд Хиллари первыми успешно достигли вершины Эвереста в 1953 году. Подъем на гору очень сложный. С акклиматизацией и установкой лагерей он длится около 2 месяцев, и за это время альпинисты теряют 10-15 килограммов веса. Самый большой город. Первенство по площади среди городов мира получил китайский город Чуньцин. Он занимает 82 400 километров квадратных. Чтобы вы понимали его масштабы, это почти как территория Австралии или как 2 Швейцарии. Численность населения города составляет 32 миллиона человек. Чуньцин образовался более 3000 лет назад. Город был столицей царства Бай, носил название Цзяньчжоу, а нынешнее название обрел в 1189 году. Сегодня это современный город небоскребов и удивительных сооружений. Примечательно, что значительную часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения, расположенные вокруг прежней городской границы. В целом, сегодня Чуньцин застраивается, развивает свою экономику за счет металлургии, машиностроения, химической промышленности и выращивания лекарственных растений. Самая большая статуя. Этот титул заслуженно носит статуя единства в Индии. Памятник был сооружен в честь заместителя премьер-министра Индии и значимого государственного деятеля Валабхаи Пателя. Патель был одним из ярких лидеров движения за независимость Индии. Он скончался в 1950 году. В
вскоре после создания Индийской республики. Статуя стоит на острове Садху на реке Нармада. Высота самой большой статуи в мире вместе с постаментом составляет 240 метров, из которых 182 приходится непосредственно на человеческую фигуру. При строительстве монумента применялась бронза, бетон и сталь. Сооружение величественного памятника завершилось совсем недавно, осенью 2018 года. Торжественное открытие состоялось 31 октября в 143-й день рождения Валбхаи Пателя. Самый большой замок. Виндзорский замок внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый огромный замок на всей планете. Его размеры составляют 580 на 165 метров, а общая площадь достигает 54 835 метров квадратных. Это не только самый большой, но и самый старый жилой замок в мире. Виндзорский замок является действующей резиденцией британских монархов, расположенной в городе Виндзор. История сооружения берет начало с XI века. Тогда при Вильгельме Завоевателя на высоком берегу Темзы возвели деревянное сооружение. За 1000 лет здание не раз изменялось и расширялось. Однако в своем нынешнем виде круглая башня замка стоит с XII века. С 1917 года Виндзорами стала называться и британская королевская семья. Выходит, что замок дал им фамилию. Ежегодно Виндзорский замок привлекает множество туристов. И вправду, здесь есть на что посмотреть. Вот и все, друзья. Это был топ-11 всего самого большого в мире. Каждый пункт — это уникальная и единственная в своем роде единица. Но миру свойственно меняться, и, возможно, вскоре такой топ будет выглядеть совсем иначе. А пока делитесь с нами в комментариях, кто или что впечатлило вас больше всего. Что вы знали ранее, а о чем даже и не догадывались. Нам будет интересно почитать.